Я раньше подумать не могла, что сумки, связанные крючком, могут быть такие классные. Если вы со мной согласны, то смотрите это видео, в нем я подробно со схемами покажу, как связать сумку крючком. Вязание достаточно простое, подойдет и для начинающих. На экране также будет показана схема для наглядности. Куда ходить с такой сумкой, решайте сами: в магазин, на пляж, в гости к бабушке. Меня зовут Наташа, и я начинаю. Вязать я буду из акрилового шнура, так как он очень мягкий и прекрасно подойдет для такой сумки. У меня моток из нити 4 мм длиной 300 метров, но его хватило с большим запасом. Крючок номер 8 и маркеры для удобства. Нитки у нового моточка всегда удобнее доставать из серединки. Вязание начинаю с кольца амигуруми. Для этого обматываю нить вокруг 3 пальцев и вяжу начальную петлю. Провяжу в кольцо еще 7 столбиков без накида. Для этого введу крючок под нить кольца, подхвачу рабочую нить и провяжу 2 петли на крючке. И так еще 6 раз до конца. Стяну кольцо. Одену маркер. Начинаю вязание первого ряда за заднюю полупетлю первого столбика без накида. Провязываю в эту полупетлю 2 столбика без накида. Ниточку хвостика при этом прячу в вязании. Во вторую полупетлю также провязываю 2 столбика без накида. И так вяжу до конца ряда. По 2 столбика без накида за каждую заднюю полупетлю. Еще 6 прибавок. Я довязала до маркера. За эту полупетлю я провяжу последнюю 8-ю прибавку и одену маркер. Ряд закончен. Второй ряд буду вязать за заднюю полупетлю первого столбика предыдущего ряда. Провязываю 1 столбик без накида в первую заднюю полупетлю от крючка. В следующую полупетлю провязываю 2 столбика без накида. Это первая прибавка. Далее я буду вязать также 1 столбик без накида, 2 столбика без накида, как показано на схеме.
Заканчиваю ряд в петлю с маркером, прибавкой, которая состоит из 2 столбиков без накида. Одену маркер. В третьем ряду прибавку буду делать через 2 столбика без накида. Таким образом, прибавка этого ряда не должна попасть в прибавку предыдущего. Вяжу 1 столбик без накида за заднюю полупетлю, еще 1 столбик без накида, который как раз будет располагаться над прибавкой. И уже за третью полупетлю от начала ряда я вяжу прибавку из 2 столбиков без накида. Далее вяжу ряд в той же последовательности, столбик без накида, еще столбик без накида, прибавка. Последняя прибавка снова делается в петлю с маркером. В конце ряда я не забываю одеть маркер. Четвертый ряд. В этом ряду между прибавками буду вязать по 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Третий столбик без накида вяжется над прибавкой в предыдущем ряду. И в четвертую петлю от начала ряда вяжу прибавку из 2 столбиков без накида. Продолжаю вязать до маркера в такой же последовательности, согласно схеме. Пятый ряд. В этом ряду количество петель между прибавками снова увеличилось на 1. А именно я вяжу 4 столбика без накида и в пятую заднюю полупетлю вяжу прибавку. И такая последовательность сохраняется до конца ряда. В шестом ряду количество петель между прибавками увеличивается на 1 и равно 5 столбикам без накида. В шестой столбик я вяжу прибавку. В седьмом ряду количество петель между прибавками равно 6 столбикам без накида. В седьмой столбик вяжу прибавку. В восьмом ряду количество петель между прибавками равно 7 столбикам без накида.
8 столбик вяжу прибавку. Всегда себя проверяю, чтобы прибавка в текущем ряду шла следом за прибавкой в предыдущем. Нельзя вязать прибавку в прибавку, иначе круг превратится в многоугольник. С прибавками я закончила, и теперь начинаю вязать по кругу без прибавок, также за заднюю полупетлю до начала ручек. Маркер я также буду переставлять из ряда в ряд, чтобы легче считать ряды. Мне нужно провязать 22 ряда без прибавок. Когда я связала 22 ряда после донышка, намечаю ручки. От маркера, которым я отмеряла ряды, отсчитываю 12 петель. И в 13-ю я одела маркер. Через 22 петли в 23-ю я снова одеваю маркер. Это начало второй ручки. И через 12 петель в 13-ю снова одеваю маркер. Это окончание ручки. Вяжу ручку. Для этого набираю 30 воздушных петель. Петлю с маркером за ее заднюю полупетлю буду вязать столбик без накида. Буду вязать столбики без накида до следующего маркера, включая и петлю в нем. Вяжу вторую ручку из 30 воздушных петель. Вяжу столбики без накида в петлю с маркером и также за заднюю стенку. И продолжаю вязать столбики без накида до следующей ручки. Нахожу основание последнего столбика без накида и вяжу за его заднюю полупетлю столбик без накида. Начинаю вязать в цепочку из воздушных петель, а именно в изнаночную дугу. Обратите внимание, как я ввожу крючок. Так вязать немного легче. Таким образом вяжу до конца ряда.
заканчиваю вязать в цепочку из воздушных петель. И первую петлю ряда вяжу, как обычно, за ее заднюю стенку. Продолжаю вязать столбики без накида за заднюю стенку до второй ручки. А ручку вяжу в изнаночную дугу. Низ ручки получается в виде аккуратной косички. Довязав ручку, продолжаю вязать столбики без накида до следующей ручки. Теперь мне нужно провязать еще один ряд по кругу. Довязав до черного маркера, я начинаю вязать заключительный ряд соединительными столбиками. Для этого введу крючок за заднюю полупетлю, вытяну петлю и сразу провяжу ее в рабочую петлю на крючке. Так продолжаю вязать по кругу до конца ряда. Довязав до конца ряда, обрезаю нить, вытягиваю ее и буду выполнять бесшовное соединение. Для этого ввожу крючок под первую галочку этого ряда на себя и вытягиваю нить. С изнаночной стороны крючок ввожу за поперечную петлю и заднюю полупетлю и вытягиваю нить.
Сменю крючок на размер меньше и прячу ниточки в петлях полотна с изнаночной стороны, повторяя движение нитей. Акриловый шнур, точнее его кончик, я аккуратно иголочкой пришью к сумке. Убираю маркеры, и в конце видео будут все схемы, которые я нарисовала для этой сумки.